Всем привет! Достаточно давно не было ролика с новостями о разработке проекта, и вообще данное видео переносилось несколько раз. Сегодня расскажу вам о изменениях в оружейной составляющей, доработках графики, переработке локаций, оптимизации и еще кое-чем. Но для начала хотел бы поблагодарить лично каждого, кто ждет проект, поддерживает в любой форме, даже если пишет критику, но делает это адекватно и аргументированно. Каждый из вас помогает делать проект все лучше и лучше, и хотел бы попросить прощения, если кому-либо не ответил в группе или на канале. Не всегда есть возможность отвечать на ваши комментарии, а учитывая сколько людей в группе и на YouTube канале, сообщения порой теряются среди других. Начнем с оружейной составляющей. Достаточно давно я реализовал возможность установки тактической рукоятки с соответствующим переключением анимаций для нее, но полноценно демонстрирую только сейчас. Что касается других аддонов, теперь появилась возможность установки скошенного прицела и переключаться на него в любое время, когда это будет необходимо. Таким образом, появилась возможность комбинировать оптику на оружие и действовать эффективно как на ближней дистанции, так и на дальней. После одного из роликов с демонстрацией нового оружия в личку написал один из подписчиков с предложением сделать ретекстур ствольной коробки у АК-105. Как по мне, вышло очень классно. Теперь АК-105 выглядит намного лучше, если сравнивать со старым вариантом. Артем, еще раз спасибо тебе за помощь. Один из подписчиков задонатил проекту сразу ряд некоторых моделей, которые я постепенно добавляю в игру, и начал я с новой двухстволки. Модель очень красивая, однако несмотря на это она будет уником для оружия по квесту. Остальные модели сейчас в процессе подготовки, и как только закончу работу над ними, обязательно продемонстрирую. Графика. Была реализована динамическая глубина резкости, примерно как это было во втором Crysis. Фича явно на любителя, и поэтому она будет по умолчанию выключенной. Также интенсивность размытия можно будет настроить в меню игры. Теперь перейдем к самому главному, это локации. Как вы могли заметить, я начал более плотно работать с ними и уже продемонстрировал обновленный кордон и подземелье Агропрома. Но начнем по порядку. Со мной поделились адаптация SDK 08 от BR1 для совместимости с тенями Чернобыля. Признаюсь честно, поначалу немного скептически отнесся к предложению, но согласился, и сейчас я крайне благодарен, что теперь имею возможность работать в данном SDK. Он имеет массу плюсов по сравнению с обычным SDK, и это весьма сильно помогает вести работу над локациями. Далее я занимался сбором ресурсов для внесения необходимых правок в геометрию локаций. Некоторый контент я переносил сам или же моделировал в блендере, некоторые использовал уже готовый для добавления в игру. Спасибо, кстати, и тем людям, которые переносили контент из других игр и выложили модели в открытый доступ. Также отдельное спасибо тем, кто поделился моделями растительности в личке. Весь этот контент помогает весьма сильно преобразить всем уже знакомые локации. Как можно заметить по футажам, локации сильно преображаются. Заменяется растительность, добавляются новые объекты, уровни наполняются разными деталями. В данный момент я практически завершил работы по кордону. Подземелье Агропрома тоже по большей части готово, и по сути осталось собрать локацию, а затем проверить ее в игре. Стоит понимать, что вылизывать локации в идеал просто даже нет смысла, и некоторые мелкие недочеты могут остаться в игре. Все же это простая модификация, которая пытается делать игру немного лучше и не более того. При создании мода у меня нет замашек на какое-то лидерство, мне интересна конкуренция с другими проектами, хотя это достаточно часто приписывают проекту. И также я не называю свой проект неким ремастером или ремейком, поэтому некоторым людям нужно относиться к тому, что я делаю, несколько проще. Так как проект не является ремастером или ремейком, у меня нет цели полностью придерживаться оригинальной игры. Многие вещи я меняю по своему усмотрению.
Максимально детально описывать все изменения на локациях, как я считаю, смысла нет, потому как они более чем очевидны. А что касается остальных локаций, они тоже есть в плане и сейчас веду активную работу над свалкой. Что касается оптимизации, на нее, как и ранее, я не забиваю и постоянно работаю над тем, чтобы даже на моем железе игра выдавала стабильно 60 FPS. Пусть не с ультра, но с высокими настройками. Есть ряд проблем, которые постепенно пытаюсь исправлять, и на данный момент что-то вышло сделать, а что-то еще предстоит улучшить. Также хочу поделиться информацией о том, что весьма скоро я планирую выпустить новый патч для проекта. Учитывая, как затянулась разработка новой версии, я должен был сделать это еще давно, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Что будет включать в себя новый патч? Он исправит ряд проблем с модом, немного доработает графику, а также добавит новый контент. Подробный список изменений я опубликую вместе с выходом новой версии. Затягивать с этим роликом я не стану. Все основное, что нужно было озвучить, я сказал, и тратить время на различные мелочи не вижу смысла. Казалось бы, новостей не так много, но за ними стоит огромное количество работы, на которое ушло весьма немало времени. Но на этом видео буду заканчивать. Всем еще раз хочу выразить благодарность. Если вы не подписаны на канал или группу проекта и данная модификация вам интересна, то подписывайтесь, вступайте в группу и следите за ходом разработки новой версии. Очень надеюсь, что обновление вас не разочарует.